Глава 521. Подземные существа. Импульс развития Эльфийского банка обеспечил уверенность эльфийскому королю и эльфийским лордам. Эльфийский банк объявил об увеличении лимита вкладов, а также принял решение об увеличении суммы и масштаба банков. Лучше всего было открыть филиалы в других городах и получить внешние вклады. Это увеличило бы влияние эльфов, а также они смогли бы использовать ресурсы других людей для развития своей расы. Просто размышления об этом наполнили людей волнением. Хотите расшириться? Они точно не могли забыть о технологиях Комитета чудотворной торговли. Молодая мисс сделала прямой шаг, продав еще 20 умных мозгов по дружеской цене в 400 тысяч исходных камней. Разве это было не очень дешево? Умный мозг был их эксклюзивным продуктом. Эта цена была совсем недорогой. С влиянием и силой эльфийского банка, даже если стартовая цена была бы в 2 или 3 раза выше, чем сейчас, эльфы все равно купили бы их. Молодая мисс думала в долгосрочной перспективе, поэтому она искала маленькое преимущество сейчас. Компания могла производить 5-6 умных мозгов каждый день, что было достаточно для удовлетворения их потребностей. Умные мозги станут еще быстрее в будущем, и они не могут загубить их, пытаясь заработать больше выгод от своих союзников. Это был очень важный и очень прибыльный бизнес. С одной стороны, текущая ситуация в Комитете чудотворной торговли была быстрой продажей огнестрельного оружия, вызывающей головные боли у диких гор и хребта дракона, а также продажа умных мозгов, чтобы помочь эльфам Вечного леса быстро развиваться. Это ограничит их врагов, помогая их союзникам. Будь то оружие изначальной энергии или умный мозг, все они могут принести пользу чудесному городу. Как только эльфийские районы будут соединены, другие продукты Комитета чудотворной торговли, такие как сотовые телефоны, кинотеатры, консервы и дней, смогут торжественно продвигаться вперед. Более того, когда эльфы продвинутся в другие места, это будет и для них бизнес с большой прибылью. Не говоря уже о том, что эльфийский банк разработал этот план очень быстро, поэтому большая часть денег, которые не могли быть использованы, была переведена в Банк чудес. Часть этих денег была использована для открытия новых производственных и ресурсных полей, создания более сильных производительных сил и каналов распределения. Другая часть была выдана в виде займов для создания собственных компаний, быстро разрабатывающих новые продукты и технологии. Остальная часть была инвестирована в 3 страны, чтобы открыть новый рынок. Компания превратилась в позитивный цикл, их влияние распространится на большее количество лесных городов и даже других королевств. Однако, чем быстрее они развиваются, тем осторожнее они должны быть. Быстрое развитие Комитета чудотворной торговли стало не только беспокойством сил леса хаоса, но и привлечением внимания пиковых сил на континенте. Такие вещи, как крупные империи, не были тем, чему Чутянь мог противостоять. Компания должна была стать еще сильнее. У Комитета чудотворной торговли и Чутяня не было много времени, люди чудесного города не отдыхали. Наньгун Юнь превратилась в торговца огнестрельным оружием, продавая оружие повсюду. Фэн Кейди и Юнь Я вышли, чтобы открыть рынок. Мэн Ин, Вивиан и Деларес отправились на территорию эльфов. Группа Чэнь Бинву развивала великую страну Джоу. Дун Фан Харан был занят тренировкой войск чудесного города. Не было даже необходимости говорить о молодой мисс Мэн Цинву, здесь никого не было, и у молодой мисс не было времени заботиться о нем, поэтому Чутяню стало скучно. Поэтому он поехал на лифте на подземную базу, чтобы посмотреть, как там продвигается работа. Подземная исследовательская база карликов перетерпела большие изменения. Это было потому, что карликам не нужно было управлять городом, поэтому все их люди могли сосредоточиться на лаборатории. Это было также из-за большого количества ученых из секты Юнь, которые принесли большое количество лучших технологий Комитета чудотворной торговли, так что здесь было намного оживленнее, чем раньше. Господин городской лорд. Городской менеджер 0 автоматически сообщил о его приезде Кларку, и он быстро вышел поприветствовать его после получения новостей. «Почему вы здесь?» Чутянь случайно оглянулся. «Я здесь, чтобы проверить вашу работу и посмотреть, как идут проекты». «Кларк, это место хорошо? Достаточно ли у вас исследовательских фондов?» «Достаточно. Вице-лорд Мэн Цинву удвоила наши средства, наше финансирование никогда не было таким обильным, как сейчас». «Это хорошо. Как происходит укрепление божественных слуг?» «Пожалуйста, пойдемте со мной». Внутри секретной исследовательской лаборатории находились 18 божественных слуг. Все они были внутри устройства и были готовы к дальнейшему продвижению. По просьбе городского лорда мы приобрели и потребили большое количество материалов, необходимых для продвижения божественных слуг. В этих божественных слугах заложена мощная энергия, и я полагаю, что после очередного продвижения эти божественные слуги смогут достичь бэго-слоя истинного духа. Краткий слой истинного духа считался экспертом в лесу хаоса. Никогда не было марионетки, которая была бы усовершенствована до этого уровня, не говоря уже о том, что божественные слуги не были простыми с самого начала.
Если бы это преобразование было успешным, сила Чутяня значительно возросла бы, когда с ним были эти 18 божественных слуг. Это не имеет значения. С такими деньгами, ресурсами и временем им все еще тяжело расти. Чутянь совсем не был удивлен. То, что я хочу знать, это как идут исследования по внедрению сознания. Кларк горько улыбнулся. Городской лорд — это слишком сложно. Мы не можем сделать это за короткий промежуток времени. Вся исследовательская группа компьютеров изначальной энергии была привезена сюда, и вы даете мне такой ответ, как я могу быть удовлетворен. Чутянь был доставлен в другой подземный замок. Этот подземный замок был изолирован, отделен от других замков. Он обладал высочайшей защитой и секретностью, потому что именно там находилась исследовательская лаборатория суперкомпьютеров. Это было в масштабе даже больше, чем Великая Летняя страна. Матрица изначальной энергии была одной из самых важных технологий для Комитета чудотворной торговли. Все исследователи секты Юнь были перемещены сюда и также были добавлены, было более 5000 исследователей-карликов, каждый из которых был элитным ученым. Этот вид инвестиций был доступен не для всех отделов. В этот момент несколько сотен лабораторий в исследовательском центре были заполнены шумными матрицами. Энергетический компьютер был сделан из нескольких матриц изначальной энергии. Одна матрица изначальной энергии была сделана из нескольких сотен массивов изначальной энергии, которая была основой матрицы изначальной энергии. Вначале господин городской лорд предоставил основную технологию, и ученые секты Юнь долго работали, прежде чем создать матрицу изначальной энергии. Только эта матрица не идеальна. За последние несколько месяцев наша лаборатория увеличила наши инвестиции. Нашей главной целью было разделить матрицы и увеличить вычислительную мощность каждого отдельного массива матрицы. Это очень трудоемкая работа, но, к счастью, у нас много людей, а также есть помощь умного мозга, поэтому наша эффективность значительно возросла. Мы обновили 0 несколько раз, и теперь его скорость обработки увеличилась в 40 раз. Однако это улучшение основано на оптимизации и усилении, а не только на качественных изменениях. Самым большим прорывом стали микроматричные чипы и язык массивов. Чутянь уже знал об этих открытиях. Для первой линии мобильных телефонов Комитета чудотворной торговли эти мобильные телефоны были оснащены новейшей базовой технологией Комитета чудотворной торговли. Верхняя часть линейных миниатюрных матриц была добавлена как центральный процессор, и он был известен как компьютерный чип. Миниатюрные матрицы были меньше, но вычислительная мощность была ослаблена, и интеллект не мог быть добавлен. Без сознания ядра, как могла бы работать эта миниатюрная матрица? Поэтому исследовательская лаборатория создала нечто новое под названием язык массивов. Язык массивов может позволить дифференцировать матрицу, а с языком массива могут быть добавлены различные функции. Сотовый телефон работал, потому что исследовательский центр написал простую работающую систему с языком массивов. У языка массивов было много возможностей для улучшения. Даже если бы в будущем матрица не содержала искусственного интеллекта, они могли бы написать сложные функции на языке массивов. Это считалось большим шагом для компьютерного исследовательского центра. Эти вещи были обнаружены не для мобильного телефона. Чутянь хотел найти некий искусственный интеллект, который можно было бы поместить в марионетки. Было ли это легко сделать? Исследовательская лаборатория только что обнаружила этот широко распространенный компьютерный чип, но с их современной технологией они еще не могли поместить его в живое существо или марионетку. Чутянь спросил, какое самое большое узкое место? Есть два основных узких места. Одним из них является отсутствие накопленных технологий, которые могут быть решены только со временем. Другая проблема — это проблема материалов. Чтобы создать лучшую, быструю и меньшую матрицу, нам нужен более совершенный носитель. Чутянь прошел через комнату сырья. Было аккуратно расположено большое количество кристаллов, каждый из которых представлял собой единый источник энергии для матрицы изначальной энергии. Если бы эти несколько кристаллических пластин могли быть расположены в трехмерном образовании, превращаясь в один массив со всеми этими матрицами, работающими вместе, это стало бы идеальной суперматрицей изначальной энергии. Это было сложно, очень сложно, различные материалы обладали различной несущей способностью для источников энергии. Если бы они могли добавить более совершенный материал, возможно, они смогли бы уменьшить размер в 10 раз. Этот вид материала было очень трудно изготовить, и у Комитета чудотворной торговли не было такого стандарта прямо сейчас. Когда Чутянь думал о пути. Все подземелье сотряслось несколько раз, Чутянь был немного ошеломлен. Что происходит? Это землетрясение. В этом месте не было бы землетрясений. Когда карлики построили эту подземную исследовательскую базу, они использовали большое количество камней для поглощения ударов, чтобы стабилизировать пространство. Вибрации в земле будут поглощаться камнями, поэтому землетрясение не повлияет на это место, даже если оно будет очень мощным. Кларк вдруг подумал о чем-то. Это неправильно.
Кажется, что вибрации исходят от пасти дьявола. Чу Тянь мгновенно телепортировался с Кларком, и оба были шокированы ситуацией. Это было потому, что было неизвестно, что там произошло, но все место было наполнено хаосом. Гигантский питон, длиной в несколько десятков метров, продолжал скользить вокруг. Яростные и страшные подземные существа выползали из пасти дьявола один за другим. Охранники-карлики были застигнуты врасплох этим внезапным вторжением. К счастью, город чудес подготовил оружие изначальной энергии, поэтому огненная мощь из этого тяжелого оружия едва могла их удержать. Большое количество темных существ выползает наружу. Мы не можем продолжать защищаться. Глава 522. Исследование. Подземные существа и наземные существа были как две реки, которые не мешали озеру. Что не так с этими ребятами? Они так дико атаковали, как будто их напоили афродизиаком. Но это было неважно, почему эти существа пришли сюда. Темные существа были очень опасны, и было неизвестно, сколько их было. Этот выход был связан с исследовательским центром чудесного города, поэтому, как только большое количество темных существ попадет в исследовательский центр, это может привести к потере, которую чудесный город не сможет оценить. Остановите их. Чу Тянь влетел в пропасть, и его руки атаковали, посылая 2 быстрых удара Ци. Они мгновенно переплелись, разрезая гигантскую сороконожку на куски. Прежде чем он даже упал на землю. Меч. Его источник духа был освобожден. Меч демонического бога был похож на черный нефрит с узором, вырезанным на рукоятке. Узор пополз по лезвию рукояти, наполнив его разрушительной силой, выпустив волны ужасающей ауры. Чу Тянь протянул руку, чтобы схватить этот меч, и атаковал у входа в пещеру. Большое количество Ци-меча превратилось в несколько сотен черных мечей, дико бомбардирующих вход в пещеру, как шторм, уничтожая несколько десятков темных существ. Городской лорд такой сильный. Такая основа совершенствования может иметь такую разрушительную силу? Карлики были очень шокированы силой Чутеня. Бесформенный меч был очень прочным, но его было не очень легко использовать, так как он потреблял много энергии. Это было очень разрушительно, поэтому оно подходило для использования в качестве завершающего движения, а не для групповых или длительных сражений. Пока Чу Тянь совершенствовал бесформенный меч, он также изучил большое количество унаследованного искусства секты Небесного Меча Великой Страны Чжоу. Было несколько десятков техник культивирования мечей первого класса. Он извлек суть этих древних техник меча и, наконец, создал свою собственную технику меча под названием «Меч сердца». Почему меч сердца? В его руке не было меча, меч был в его сердце. Неважно, что Чу Тянь потерял меч мира пустоты, теперь ему не нужно было полагаться на материальные предметы. Чу Тянь обладал мощной способностью божественного чувства области видения, и с помощью комбинированного искусства меча секты Небесного Меча меч был в его сердце, а его душа была мечом. Пока его божественное чувство не иссякнет, его меч никогда не сломается, появлялось все больше и больше темных существ. Виды, о которых никогда не слышали, странное насекомое с доспехами раздавило камень и высверлило из каменной стены. Даже при попадании энергетической пули в его тело, оно все равно может врезаться в 4-5 карликов-воинов, когда оно рвется вперед. Чу Тянь послал атаку мечом. Странное насекомое с доспехами было разрезано пополам. Разрушительная Ци меча продолжала атаку на несколько десятков метров, чтобы разрезать скорпиона. Правая рука Чу Тяня держала меч, а в его левой руке появился огненный шар. Он внезапно бросил его в группу мотыльков, и огненный шар мгновенно превратился в море пламени. Это пламя не было похоже на обычное пламя, оно заставляло все, с чем он контактировал, исчезать со вспышкой. Мощный гигантский мотылек фактически исчез без следа. Это плохо. Кларк кричал в это время: «Слишком много монстров, мы не сможем заблокировать их всех». Гигантские многоножки, странные насекомые с доспехами, черные змеи и скорпионы. Количество подземных монстров, казалось, не имело конца, и они продолжали выходить без остановки. Хотя в этой армии было немало карликов, столкнувшихся с такой интенсивной атакой, они фактически не могли удержаться. Эти подземные существа были довольно сильны, и их было много. Даже некоторые из них были в царстве истинного духа. Чу Тянь знал, что в таком темпе они не смогут долго продержаться. У карликов будут серьезные жертвы. Должны ли они отступить, тогда база будет в беде. В то время как Чу Тянь взвешивал все преимущества, скала над головой внезапно сломалась, и появилось несколько десятков корней деревьев. Они пробились сквозь толстый слой камня, чтобы появиться в этом подземном пространстве. Корни этих деревьев быстро стали длиннее и, наконец, превратились в небольшие деревья высотой 3-4 метра. Это кинарий. Чу Тянь уже знал, что кинарий не слаб, но он никогда не думал, что он будет таким сильным.
На самом деле он мог чувствовать, что происходит в таком глубоком пространстве, находясь над землей, и он мог даже вызвать несколько десятков своих клонов для сражения. Кинарий был одним из главных экспертов леса хаоса, даже его клоны были сильным подкреплением, значительно снижая давление на карликов. В это время лифты подземной базы быстро перемещались, так как большое количество экспертов из Города Чудес пребывало во главе с Дунфаном Хаараном. Ноль был очень эффективным. Когда Ноль узнал о ситуации, он сразу же обратился за поддержкой. Чу Тянь крикнул: «Вы пришли как раз вовремя, давайте уничтожим этих чертовых насекомых». Пришли группы специалистов из Города Чудес. Хотя монстры были очень жестокими, они больше не имели преимущества. После получаса борьбы дьявольская пасть была покрыта трупами. Скорее всего, их напугало большое количество смертей, поэтому эти парни наконец перестали приходить. Чу Тянь сначала оставил группу людей для защиты, а затем вернулся в город, чтобы обсудить этот инцидент с Мэн Цинву. Это было не маленькое дело. Если бы из земли высверлилось еще большое количество ящериц и насекомых, это было бы слишком большой угрозой для Города Чудес. Дунфан Хааран пришел, чтобы сообщить: у нас есть приблизительный расчет. Только сейчас мы убили более 30 тысяч темных существ, и среди них было несколько десятков видов. Несколько десятков видов. Мэн Цинву была немного озадачена. Почему их так много? Дунфан Хааран также не мог понять, что самое странное для меня — это то, что эти темные существа, многие из которых должны быть естественными врагами. Мэн Цинву крепко сжала брови. Может ли кто-то их контролировать? Контролировать. Я не думаю, что это так. Чу Тянь не обнаружил ничего подозрительного. Все эти существа изо всех сил прорывались вперед, они, должно быть, бежали. Бежали. Это верно. Если я не ошибаюсь, в подземном мире произошли некоторые радикальные изменения, наполнив этих темных существ паникой. Это заставило их пренебречь всем и пуститься в бега. Мэн Цинву была немного нерешительна. Мы ничего не знаем о подземном мире леса хаоса. Этот вопрос может быть большим, кажется, что мы не можем его игнорировать. Я чувствую, что мы должны собрать группу воинов и исследовать подземный мир. Это было точно. Иначе они не смогли бы спать спокойно. Молодая мисс справа, но нет необходимости собирать воинов. Нехорошо собирать слишком много людей, поэтому я лично отправлюсь в подземный мир. Чу Тянь вызвался добровольцем, зная, что молодая мисс не согласится. В конце концов, подземный мир был неизвестным местом. Для такого важного человека, как Чу Тянь, пойти на такой риск не было разумным выбором. Поэтому он добавил: из-за таинственности подземного мира я — самый подходящий выбор. Моя техника самосовершенствования и способности являются наиболее подходящими для обеспечения безопасности в этой среде. Если мы наберем несколько глупых лесных воинов, они, вероятно, потеряются, даже не найдя никаких подсказок. Это было разумно. Мэн Цинву понимала Чу Тяня, поэтому, зная, что, сказав это, Чу Тянь не обсуждала это с ней, а уже все решил, поэтому бесполезно было пытаться его остановить. Она могла лишь вздохнуть, сказав: «Тогда тебе нужно подготовиться должным образом. Ты должен взять маленькую лису и свитки возврата в город». Молодая мисс может быть уверена, еще не сыграв свадьбу с Ин, как я могу позволить чему-то случиться. Мэн Цинву сердито посмотрела на него. «Ты знаешь только, как думать об Ин, ты никогда не думаешь ни о ком другом. Перед всеми, почему ты так ревнуешь?» Дунфан Хааран почувствовал себя немного неловко и сразу попрощался с ними со сложенными руками. Лицо Мэн Цинву покраснело, и она быстро сказала: «Пойдем со мной». Чу Тянь привели в секретную комнату, а Мэн Цинву достал ему 2 бутылки пилюль. Это недавно усовершенствованная пилюля истинного духа. Хотя это дорого, эффект очень хорош. Пока человек не миновал царство истинного духа, одна пилюля может мгновенно восстановить всю твою духовную энергию. Помимо этого, эта таблетка наполнена очень ценными материалами, поэтому ее частое употребление может увеличить твое совершенствование. Новые технологии и продукты Комитета чудотворной торговли были слишком яркими, они почти затмили нынешний рынок. На самом деле алхимический и талисманный бизнес были очень прибыльными делами, Мэн Цинву никогда не хотела от них отказываться. Она взяла то, что узнала от Чу Тяня, и объединила это со знаниями карликов, чтобы создать центр исследования талисманов и алхимии. В будущем эти традиционные предприятия принесут чудесному городу большую прибыль. Пилюля истинного духа была недавно сделана пилюлей. Стоимость этой пилюли была очень высока, и каждая из них стоила до 10 тысяч исходных камней. Мало того, что они использовали лучшие восстанавливающие травы, эффект не уступал лучшим священным пилюлям. Она имела мягкую характеристику и не имела никаких побочных эффектов, поэтому ее можно было использовать в течение длительного времени. Именно из-за того, насколько дорогой была эта пилюля, она не подходила для продажи в больших количествах. Мэн Цинву только очистил 2 бутылки и подготовила их для Чу Тяня.
Чутянь также был очень тронут этим. «Молодая мисс так много сделала для меня, я действительно не могу отплатить тебе». Мэн Цинву фыркнула. «Хорошо, что ты знаешь об этом. С этого момента ты должен быть более осторожен. Миску с водой нужно держать на ровном месте, понимаешь? А. Чего ты тут стоишь? Быстро иди и готовься». Мэн Цинву повернулась, чтобы фыркнуть, и оставила несколько злобных слов. «У меня еще есть много вещей, о которых нужно позаботиться». Чутянь не знал, смеяться ему или плакать. Молодая мисс обычно была серьезной, но были времена, когда она была даже более неразумной, чем Наньгун Юнь. Только она никогда не показывала это перед обычными людьми, и это, скорее всего, должна быть настоящая личность, скрытая под всей этой серьезностью, этот подземный мир нужно было исследовать. Чутянь был яснее, чем кто-либо другой, что место под лесом хаоса было гигантским пустым пространством. Таким образом, подземный мир здесь был, возможно, намного больше, чем кто-либо мог себе представить. Это было пространство, совершенно отличающееся от поверхности. Какой стиль у подземного мира? Насколько развита подземная цивилизация? Это был вопрос, который действительно хотел знать Чутянь. «Маленькая лиса, приготовься. Мы собираемся отправиться в путь». На этот раз он не возьмет никого, кроме маленькой лисы. В этот период маленький лис сидел и ел весь день в городе чудес. Его пушистое тело стало немного толще, поэтому его следует взять с собой для некоторых упражнений, чтобы похудеть. Глава 523. Подземный мир. Весь лес знал, что под землей был мир, богатый ресурсами, но что касается деталей этого мира, даже самые древние эльфы леса хаоса не знали, на что это похоже. Говорят, что это был мир, в котором никогда не бывает дневного света, с сотнями миллионов темных существ, а также с большим количеством древних вымерших рас. Это сделало подземный мир очень опасным местом. Говорят также, что подземный мир — это рай. Когда великий континент древнего мира разрушился, под землей было захоронено большое количество сокровищ богов и демонов. Были также легенды, в которых говорилось, что подземный мир был связан с миром смерти, с бесчисленными ужасающими демонами, бродящими вокруг. Одним словом, подземный мир был совершенно другим. Будь то условия жизни или окружающая среда, была разница, словно небо и земля. Поэтому подземный мир редко участвовал в битвах над земным миром, а также существа мира на поверхности не интересовались миром под землей. Без какой-либо вспомогательной информации и карт. Чутянь отправился исследовать совершенно неизвестное место. Это было безрассудно. Никто не знал, что происходит в подземном мире, и никто не может быть уверен, что он встретит в подземном мире. Городской лорд, вы действительно все обдумали. Кларк послал Чутяня к входу пасти дьявола. Карлики пытались составить карту окружающего пространства, но каждый раз мы терпели неудачу. Вы должны знать, что пасть дьявола — это только вход в подземный мир. Она может быть в нескольких сотнях миль от настоящего подземного мира. Это так. Это была не высота, а глубина. Кто знает, что будет за несколько сотен миль под землей? Кто знает, был ли выход? Подземный мир был не просто заполнен неизвестными рисками, окружающая среда также была очень плохой. Это было не то, что могли себе представить обычные люди. Даже самый известный исследователь или искатель приключений может быть потерян в такой опасности. Расслабься. Чутянь похлопал по поясу рядом со свитков. Я уже подготовился, на этот раз я должен идти. Хватит суетиться. Да. Даже неземная красавица, как молодая мисс, не смогла остановить меня. Так на что же надеется такой маленький и уродливый старик, как ты? У Кларка не было выбора, он мог только отпустить его. После хаоса, вызванного монстрами, защита дьявольской пасти была значительно увеличена. Будь то оружие или рабочая сила, они были увеличены в несколько раз, чтобы нечто подобное не повторилось. Я думаю, что мы должны также построить башню нежити, чтобы было легче наблюдать. Перед тем, как Чутянь вошел в пещеру, он предложил: поскольку башня нежити обладает эффектом отслеживания форм жизни, мы будем предупреждены, если монстры снова появятся. Не говоря уже о том, что башня нежити будет означать десятки тысяч скелетов, и эти скелеты, которые не боятся смерти, являются лучшими стражами. Понял. Внутри дьявольской пасти все было по-другому. Чутянь поднял брови, как только вошел. Черт, почему здесь так воняет? В этой области было много активных злых глаз, но теперь они все были спрятаны, даже избегая скелетов по всей земле. Кроме монстров, которые уже жили здесь, на земле были трупы многих неизвестных монстров. Это была просто бойня. Когда большое количество темных монстров было в беспорядках, они также атаковали и поглощали друг друга. Маленькая лиса обнюхивала все вокруг, как собака, выкапывая много кристаллов из трупов и проглатывая их, как закуски. Чутянь был очень нетерпелив. «Хватит есть, посмотри вокруг».
Откуда появились эти существа? Я хочу найти источник. Маленькая лиса покачала головой. Что, ты не можешь найти его? Пещеры были очень грязными, и здесь собрались десятки тысяч форм жизни, а также сеть пещер была очень сложной, так что маленькая лиса не могла зафиксировать запах, чтобы найти, откуда они пришли. Можно даже сказать, эти монстры не все пришли из одного места. Маленькая лиса не могла найти правильный путь только по запаху. Вы тратите впустую все то, что съел, ты даже бесполезен в такой критический момент. С такой большой пещерой, как ты ожидаешь, что я найду вход в подземный мир? Чутянь обвинил маленькую лису в бесполезности. Этот парень был с Чутянем долгое время, поэтому его лицо было уже очень толстым. Через некоторое время лиса съела еще 100 кристаллов, где это было похоже на исследование. Это явно был пир. Приблизительно в 400-500 метрах от подземной базы чудесного города эта глубина не сильно повлияла на этот мир. Это еще считалось поверхностным слоем континента, ему нужно было найти путь в подземный мир в этом сложном пространстве. Хотя высокоэнергетические минералы испускали свет, который был достаточно сильным, чтобы питать подземные растения, интенсивная энергия имела бы больше негативных последствий, оказывая сильное коррозионное воздействие на нормальных существ. Мощное энергетическое излучение было даже достаточно сильным, чтобы убивать. Подземные растения выпускают воздух для дыхания, но они также выделяют ядовитый газ, который может убить людей, которые даже не подозревают об этом. Не говоря уже об изучении подземного мира, даже изучение этой пропасти потребовало бы большого мужества от обычного культиватора, но Чутянь собирался продолжать. Даже если это было трудно найти, Чутянь проглотил несколько пилюль и выпустил лису, когда он начал двигаться. Без карты и без правильного пути он мог только продолжать идти глубже. Все пространство было заполнено корродированными камнями, которые были похожи на соты, а также на гнезда муравьев со сложными туннелями, которые не следовали никаким правилам. Здесь были всевозможные драгоценные руды, подземные растения, а также опасные подземные формы жизни. У каждого здесь будет один вопрос, который будет им интересен. Почему это подземное пространство не распалось через десятки тысяч лет? Это было потому, что здесь все поддерживали два вида энергии. Первым был вид энергии, выделяемый ядром, который продолжал укреплять Землю, делая камни такими же твердыми, как сталь, образуя мощную материальную раму. Другой причиной было энергетическое поле, которое покрывало подземный мир, поэтому даже если бы эта физическая поддержка сломалась, энергетического поля было бы достаточно, чтобы поддерживать подземное пространство. Маленькая лиса использовала свое божественное око, чтобы разведать окружающую обстановку. Чутянь следовал указаниям маленькой лисы, избегая тупиков. Один человек и один зверь начали направляться в подземный мир. Чутянь не знал, где он был, и даже не знал, связано ли это место с подземным миром, но Чутянь продолжал идти глубже. Его пространственные способности сыграли очень большую роль. Чутянь мог легко преодолевать препятствия и избегать некоторой опасности, что увеличивало его скорость и эффективность. Что за черт? Чутянь сел на большой камень, чтобы отдохнуть, вынув из груди пилюлю истинного духа, чтобы быстро восстановить свою духовную энергию. Мы уже гуляли целый день, верно? Почему мы не можем найти ни одной вещи, кроме рассеянных темных гнезд? 30 тысяч лет спустя Чутянь несколько раз бывал в подземных царствах континента, но Чутяня всегда отправляли туда с помощью телепортационных массивов, ему вообще не нужно было проходить сквозь толстый слой породы. Не говоря уже о том, что мир 30 тысяч лет спустя сильно изменился, и большая часть подземного мира была разрушена. Даже оставшиеся подземные королевства также сильно изменились. Тело Чутяня было покрыто грязью, а его волосы были в беспорядке. Хотя, обладая божественным оком маленькой лисы, пространственной способностью Чутяня и его божественным чувством, они могли избегать гнезда монстров, с которым они сталкивались, на их пути все равно было несколько встреч. В принципе, с любой жизненной формой, которая могла существовать в такой среде, было нелегко иметь дело. Бои заставили Чутяня чувствовать себя очень подавленным. Маленькая лиса все еще манипулировала большим глазным яблоком, чтобы следить за ситуацией, и глаза маленькой лисы загорелись, словно она нашла что-то особенное. Она сразу же вскочила и указала когтем в определенное направление. Чутянь пошел в направлении, указанном маленькой лисой. Это был подземный каньон, и в нем была очень богатая темная энергия. Различные темно-фиолетовые и темно-красные кристаллы покрывали стену и дорожку, как побеги бамбука. Обычно такие места были заполнены темными монстрами. Ты уверен, что не ошибся? Это место нелегко будет пройти. Маленькая лиса была очень уверена, что не ошиблась, у Чутяня не было лучшего выбора. Так как этот парень уверен, он попробует. Возможно, что-то из этого получится, как и ожидал Чутянь. Это было пространство, наполненное сильной энергией, и его интенсивность превзошла его ожидания.
Под этой богатой темной энергией Чутянь не только не мог распространять свое божественное чувство, все его тело чувствовало себя так, как будто оно покрыто кислотой, постоянно испытывая разъедающее чувство. Чутянь достал пилюлю для очищения. Нам нужно двигаться быстрее. Горы слева и справа по пути были заполнены тысячами больших и маленьких дыр. Это заставило Чутяня почувствовать себя нехорошо. Когда Чутянь прибыл к каналу, дыры в стенах долины начали дрожать. Двухметровые существа начали высверливать из дыр. Эти существа были похожи на огромных муравьев, полностью покрытых прочной темной броней. У них была пара лезвий, похожих на предплечья, и пара полупрозрачных крыльев. Почти в одно мгновение тысячи этих темных существ вышли из дыр. Демонические муравьи. Чутянь узнал это редкое существо. Черт, посмотри, какой маршрут ты выбрал. Муравьи-демоны выглядели как муравьи, но они были чем-то вроде демонических зверей с кровью демона. Муравьи-демоны были очень быстры и имели сильные атакующие способности. Муравьи-демоны были покрыты редким и драгоценным материалом, потому что этот щит обладал способностью защищать от божественного чувства. Даже с божественным чувством Чутяня на уровне области видения было трудно найти этих муравьев-демонов. Что бы использовал Чутянь, чтобы справиться со всеми этими муравьями-демонами? Он быстро телепортировался. Энергия здесь была очень сильной, и божественное чувство Чутяня не имело возможности фиксироваться в таком месте, поэтому его дальность телепортации была сильно нарушена. Он мог телепортироваться только за 1000 метров, появляясь над тем местом, где собирались муравьи. Венг. Тысячи муравьев-демонов одновременно издавали странный звук. Это была самая опасная атака этих демонов. Когда они встречали своего естественного врага или добычу, с которой было трудно иметь дело, муравьи-демоны объединялись до 1000 особей, чтобы выпустить роковую крупномасштабную духовную волну. Эта духовная энергия была достаточно сильна, чтобы потрясти окружающие горы. Глава 524. Демонические муравьи. Муравьи-демоны были редкими и драгоценными демоническими зверями с духовным атрибутом. Хотя их индивидуальная духовная волна не была сильной, она могла нанести вред только совершенствующимся в царстве пробужденной души или людям, которые не достигли царства ука разума. Но если тысячи муравьев-демонов объединят свои духовные волны вместе, мгновенная разрушительная мощь не была чем-то, что обычные люди могли себе представить. Этот вид драгоценного демонического зверя, который мог объединять духовную энергию, уже давно вымер в эпоху Чутяня. Он никогда не думал, что у него будет возможность лично проверить это. Подземный горный хребет дрожал, камни на земле подпрыгивали, чистая духовная энергия, способная воздействовать на объекты, уже была близка к уровню области видения, не говоря уже о том, что духовная энергия была объединена, имея такой большой диапазон влияния и масштаба. Даже если несколько культиваторов области видения объединятся, они не смогут достичь такого результата. Это была объединенная духовная энергетическая атака племени демонических муравьев. Даже опытный эксперт, такой как эльфийский король, культивирующий технику защиты духовной энергии, с трудом мог бы отступить в такой ситуации. Не говоря уже об обычном культиваторе, они все были бы мертвы, поскольку Чутянь не был обычным человеком и его исходный дух был особенным. Будучи почти полностью невосприимчивым к духовным атакам, Чутянь не боялся атак духовной энергии. Только сила тысяч муравьев-демонов вместе была слишком сильной, поэтому, даже если Чутянь не потерял бы свою жизнь, он все равно пострадает. Побег пустоты. Чутянь использовал побег пустоты и приготовился телепортироваться, но он немного опоздал, духовная атака была немедленно выпущена. Побег пустоты мог бы избежать обычных атак, но не мог блокировать духовные атаки. Когда муравьиная колония собрала достаточно энергии, они сразу же начали свою атаку. Это был взрыв духовной энергии. У Чутяня уже не было слов, чтобы описать эту атаку. Мозг Чутяня был похож на окружающие горы, на которых сразу же появились признаки разрушения. Эта гигантская волна духовной энергии лилась вперед, как река. Его глаза почернели. Он потерял все 5 чувств, как будто его мозг был разбит. На ум Чутяня это не повлияло, но его физическое тело сильно пострадало, потеряв способность двигаться. Его побег пустоты было даже автоматически деактивирован. Не мертв, это было неважно. Муравьи-демоны бросились вперед, как темное облако, и напали на Чутяня, который не мог двигаться. Как только он будет окружен этими опасными существами, даже кости Чутяня не будут найдены. Чутянь хотел снова телепортироваться, но сильная духовная энергия отключила контроль Чутяня над его духовной энергией, поэтому Чутянь полностью потерял свою базу совершенствования. Это плохо, маленькая лиса тоже беспокоилась. Он также знал, что его хозяин не боялся нападения духовной энергии, поэтому он рискнул привести сюда своего хозяина, но никогда не думал, что нечто подобное произойдет. Способности маленькой лисы были ограничены, и хотя он мог контролировать часть муравьев-демонов, он не мог контролировать это гигантское облако. Что же делать? Чутянь столкнулся с импульсом муравьиного облака, он выпустил свое божественное чувство, которое прошло через муравьев.
Хотя его божественное чувство было затронуто окружающей средой, с этого расстояния божественное чувство Чутяня могло проникнуть через муравьев и, наконец, достичь цели, которую Чутянь хотел найти. В центре тысяч черных муравьев-демонов был более крупный золотой муравей-демон. Он не выглядел таким сильным, как другие муравь, и хотя он был покрыт той же твердой броней, крылья на его спине выглядели более демоническими, а предплечья немного отличались от других сородичей. Это она, королева муравьев. После того, как духовная энергия муравьев-демонов собиралась воедино, был кто-то, управляющий ею, и это была королева муравьев, которая отличалась от других муравьев. Ею был послан взрыв духовной энергии, и из нее также произошла странная техника, которая отключила его базу совершенствования. Совершенствование Чутяня было временно прекращено, но его божественное чувство области видения все еще было при нем, сила муравьев-демонов заключалась в их сплоченности, и их индивидуальная сила была довольно слабой. Даже королева муравьев с точки зрения божественного чувства и духовной энергии была только на пике царства свет-разума, еще не достигнув царства области видения. Божественное чувство Чутяня может напрямую взять под контроль ее тело. Королева муравьев была захвачена божественным чувством, и она оказала сильное сопротивление, но ее духовная энергия была слишком слаба, поэтому Чутянь плавно вторгся в разум королевы муравьев. Божественное чувство Чутяня слилось с духовной энергией королевы муравьев. Чутянь почувствовал ужасное колебание, исходящее из разума королевы муравьев. Она снова сжала окружающие волны духовной энергии, снова отправив взрыв духовной энергии и способность запечатывания совершенствования. Эта борьба не имела никакого смысла вообще. Чутянь не боялся духовных атак, и его временное прекращение совершенствования не влияло на его божественное чувство. Когда королева муравьев выпустила взрыв духовной энергии и способность запечатывания совершенствования, божественное чувство Чутяня скопировало его. Это была очень ценная секретная техника. Этой секретной технике нельзя было научиться или записать, ее можно только скопировать. Муравьи-демоны собирались разорвать Чутяня, но у него все еще хватило ума скопировать секретную технику муравьиной королевы. Духовный огонь. Была большая разница в способностях между двумя сторонами. Королева муравьев вообще не могла заблокировать Чутяня. Сила области видения Чутяня направила часть его энергии на королеву муравьев. Когда Чутянь поймал в ловушку разум королевы муравьев, он мог напрямую ее парализовать или убить, но просто убийство королевы муравьев не имело никакого смысла. В лучшем случае они не смогут использовать комбинированную атаку после смерти королевы муравьев. Чутянь не мог использовать свое самосовершенствование, поэтому он был бы разорван в клочья злыми муравьями. Что делать? Чутянь использовал сумасшедшую духовную технику, чтобы сжечь свой ум. Поскольку разум Чутяня был объединен с умом королевы муравьев, когда он сжигал свой разум, он также сжигал разум королевы муравьев. Эта секретная техника состояла в том, чтобы сжечь разум и временно получить большое количество духовной энергии. Цена заключалась в том, что, как только сгорел разум, тело не могло выжить без духовной энергии. Поскольку исходный дух Чутяня был силен, пока он быстро остановится, это оставило бы лишь небольшую отрицательную реакцию и не угрожало бы его жизни. Королева муравьев пронзительно вскрикнула, вызвав сцену, в которую люди не смогли бы поверить. Крик королевы муравьев прошел сквозь все преграды и мгновенно затронул всю колонию муравьев, заставив их разразиться криками. Горит духовное пламя, которое не было видно, поглотило всю колонию муравьев. Первоначально, когда муравьи-демоны атаковали вместе, Чутянь обнаружил, что все их умы связаны друг с другом. Поэтому, пока ядро освещено, оно будет быстро распространяться по всей связанной духовной энергии, сжигая все умы муравьев-демонов. Это был божественный ход, эта гениальная атака мгновенно разрушила тысячи муравьев, соединенных вместе. Однако, так как все умы муравьев-демонов были сожжены, это заставило их духовную энергию временно взорваться. Второй взрыв духовной энергии был выпущен, и он был по крайней мере в 10 раз сильнее, чем раньше. Хонг, горы вокруг треснули, Чутянь чуть не потерял сознание от сильной головной боли. Этот метод сжигания сознания для уничтожения колонии муравьев был очень хорош, но его было слишком сложно реализовать, и никто другой не мог его скопировать. Во-первых, не говоря уже о духовной энергии, горящей на уровне области видения, просто духовный взрыв не был чем-то, что нормальное существо могло бы заблокировать. Чутянь постепенно начал приходить в себя. Трупы муравьев-демонов были повсюду, без телесных следов, но они были полностью мертвы. Чутянь почувствовал головокружение, дискомфорт и хотел вырвать. Это было следствием причинения вреда его разуму. Кто просил его сжечь свой разум, его контроль над его духовной энергией постепенно вернулся. Он не мог выздороветь за короткий промежуток времени, ему нужно было сначала найти место для отдыха. «Маленькая лиса, посмотри, что ты сделал». Чутянь сердито посмотрел на маленькую лису. Из-за безрассудного руководства маленькой лисы Чутянь почти потерял свою маленькую жизнь здесь. Он поднял маленькую лису за хвост и послал тяжелый шлепок по ее заднице, заставив маленькую лису вскрикнуть от боли. Маленькая лиса быстро попросила пощады.
Она сигнализировала, что не посмеет сделать это снова. Было бы странно, если бы Чутянь поверил этому парню, было бы еще более беззаконно, если бы он не преподал ему урок на этот раз. Но когда Чутянь был готов сделать шаг, маленькая лиса показала вперед и несколько раз щебетала, сигнализируя Чутяню посмотреть. «Прекратите пытаться отвлечь меня. Сегодня я, Чутянь, посмотрел в ту сторону, на которую указывал маленький лис в самой глубокой части стены каньона. На самом деле было большое количество сверкающих и полупрозрачных кристаллов размером с человеческую голову. Яйца муравьев-демонов. На самом деле их так много, Чутянь внезапно вспомнил, что муравьи-демоны были очень ценными демонами. Ценность этих яиц была очень высока, они были идеальным материалом для повышения его духовной энергии. Хотя божественное чувство не равнялось духовной энергии, между ними была связь. Совершенствование божественного чувства в основном зависело от медитации, но благодаря материалам, которые увеличивали духовную энергию человека, они делали медитацию божественного чувства еще более эффективной. Даже если бы он не смог бы постичь более высокое царство божественного чувства, пока его духовная энергия была выше, чем у обычных экспертов, его сопротивление духовным атакам было бы еще выше, яйца муравьев-демонов не просто имели большое значение для Чутяня, он мог вернуть их для использования молодой мисс Ин. Это был определенно драгоценный материал, который нельзя купить за деньги, маленькая лиса не сказала ни слова, так как дико начала глотать яйца муравьев-демонов. Сволочь! Чутянь быстро вытащил свою тыкву. В бою от тебя мало пользы, но после боя ты поглощаешь добычу быстрее, чем кто-либо другой. Когда домашнее животное было выращено таким образом, Чутянь также нес ответственность, один мужчина и одна лиса быстро собирали яйца муравьев-демонов. Неплохо, неплохо. Со всеми этими яйцами в его руках божественное чувство Чутяня снова возрастет. Хотя на этот раз это было очень опасно, вознаграждения того стоили. Помимо более чем 10 тысяч драгоценных яиц муравьев-демонов, Чутянь обнаружил в долине несколько редких видов святой травы 3-го уровня с духовными атрибутами. Эти травы могут помочь Чутяню восстановить повреждения его разума. Отлично. Когда Чутянь подумал об этом, из входа в долину раздался звук. Раздались крики разумных форм жизни, как будто там была целая армия. Глава 525. Захваченный. Звук из долины муравьев-демонов был слишком громким, поэтому он привлек внимание разумной расы. Чутянь не успел покинуть долину, пока он не был окружен тысячами полностью бронированных духовных насекомых. Были пауки, скорпионы, муравьи и далее. Всевозможные расы, редко встречающиеся на поверхности. Это был явно элитный отряд большой силы. Долина муравьев-демонов уже была заполнена трупами. Конечно же, все они были трупами муравьев-демонов. Эти духовные насекомые устремились прямо наверх. Когда они увидели сцену перед собой, они все были ошеломлены. В гнезде демонов-муравьев находилось около 10 тысяч демонов-муравьев. Им было очень трудно поверить, что здесь могло что-то случиться, чтобы все эти муравьи-демоны умерли. Чутянь увидел, что не сможет уйти, и поэтому вышел сам. «Привет всем!» Несколько тысяч глаз духовных насекомых упали на Чутяня. Что это было за существо? Эти духовные насекомые всю свою жизнь жили под землей и никогда не посещали наземные племена духовных насекомых. Более 90% из них даже не знали, что такое люди, поэтому они смотрели на Чутяня так, словно смотрели на новое существо. Может быть, ты убил всех этих муравьев-демонов? Вы говорите о насекомых на земле. Чутянь не очень хорошо знал язык духовных насекомых, особенно этот древний язык духовных насекомых, но он все еще мог немного их понять. Муравьи-демоны были очень опасными существами, поэтому для них должно быть большим подарком захватить долину таким образом. Теперь, когда Чутянь позаботился об этом большом бедствии для духовных насекомых, для него не было бы странным получить звание героя. Правильно. Чутянь быстро ответил, будто кто-то мог украсть это достижение у него. Я путешествовал, когда увидел, что здесь обитают муравьи-демоны, боясь, что они принесут вред окружающим. Я использовал секретную технику, чтобы убить всех этих злых существ. На самом деле вам не нужно благодарить меня, я просто делаю это ради всех. Однако, я был немного ранен из-за этого, поэтому, если вы хотите дать мне какие-нибудь бессмертные травы или божественные травы, чтобы поблагодарить меня, я не откажусь от этого. Язык духовных насекомых Чутяня был немного плохим, и духовные насекомые должны были усердно работать, чтобы понять его. Это он. Чёрт. Муравьи-демоны, которых мы вырастили, были убиты этим ублюдком. Язык духовных насекомых был очень быстрым, а произношение — очень хаотичным, поэтому Чутянь не очень понимал, о чем они говорят, но, увидев их агрессивный внешний вид, Чутянь мог догадаться, что происходит. Блять, неужели муравьи-демоны в этой долине были приручены? Хобби этих подземных рас были действительно странными. Они действительно вырастили гнездо, полное гигантских муравьев. Насколько редкими были муравьи-демоны?
Чутянь внезапно убил всех муравьев-демонов, вызвав потерю, которую невозможно измерить. Нетрудно было понять, что будет дальше. Поймайте его. Поймайте этого ублюдка. Чутянь даже не имел возможности объясниться, когда каменные копья и ветреные стрелы полетели в него. Черт! Такая неудача. Так ли духовные насекомые относятся к иностранному другу? Этот отец по-прежнему первый человек, появившийся здесь с поверхности за последнюю 1000 лет. Умственные травмы и база совершенствования Чутяня еще не излечены, так как он мог снова сражаться. Не говоря уже о том, что у другой стороны было подавляющее количество, Чутянь не вынесет этой битвы. Маленькая лиса увидела, что ситуация плохая, и выплюнула несколько бутылочек с душами. Эти бутылки взорвались в воздухе, как двуглавый гигант, темно-золотой дракон, трехголовый демон-волк и серебряно-земной дракон. Эти 4 демонических зверя 3-го уровня были призваны. 4 демонических зверя использовали свои гигантские тела, чтобы блокировать волны духовных насекомых. Хотя эти звери 3-го уровня были очень сильны, они не могли долго продержаться. Чутянь убежал с маленькой лисой и мгновенно телепортировался в каньон. Чутянь не успел снова телепортироваться, когда у него закружилась голова, и он не мог стоять на месте. Кровь капала с его носа. Это плохо, его разум был серьезно поврежден, а его совершенствование еще не восстановлено. Принудительная телепортация фактически сделала его раны еще хуже. Жалкие вопли умирающих демонических зверей исходили впереди. Было ясно, что демонические звери, вызванные маленькой лисой, были уничтожены. Так быстро. Эти парни оказались сильнее, чем он предполагал. Среди духовных насекомых было много экспертов, способных летать. Они двигались очень быстро, и было видно лишь несколько теней, когда Чутянь был окружен несколькими духовными насекомыми. Нет. Черт. Яйца, которые мы приготовили как дань Ее Величеству Королеве Пауков, были украдены. Черт, эти злые воры. Разрежьте их на 10 000 кусков. Духовные насекомые обнаружили, что яйца муравьев-демонов исчезли, что наполнило их яростью. Это были предметы высокого качества, и если бы Ее Величество Королева Пауков была возмущена, их племя и город были бы замешаны в этом. Чутянь был главным преступником здесь, так как духовные насекомые могли легко его отпустить, ему нужно было придумать, как найти выход. Источник энергии Чутяня был вызван в виде черного меча. Когда духовные насекомые приблизились, Чутянь непосредственно активировали побег пустоты, заставляя их атаки падать сквозь его тело без какого-либо эффекта. Меч демонического бога выпустил несколько полос меча, и духовные насекомые, которые были недостаточно сильны, были легко вырублены. Маленькая лиса вызвала еще одного зверя-дракона. Чутянь вскочил на заднюю часть дракона и приготовился использовать дракона, чтобы выбраться из долины. Не позволяйте ему сбежать. Духовные насекомые использовали неизвестную секретную технику, из-за которой камни, казалось, стали намагниченными, поскольку все они полетели в дракона, и его вес превысил 10 000 фунтов. Большое количество камней облепило его тело, и большая сила притянула дракона обратно вниз. Острые чувства Чутяня могли сказать, что в каждом из этих камней было сильное колебание энергии, исходящее от него. Он немедленно схватил маленькую лису и спрыгнул с дракона. Хонг, серия взрывов, дракон был мгновенно разорван на части. Другие духовные насекомые снова атаковали Чутяня. Чутянь вынул еще одну пилюлю истинного духа и держал маленькую лису за воротник, когда он снова использовал свою пространственную энергию. Он исчез прямо перед этими духовными насекомыми. Куда он ушел сейчас? Это редкая пространственная способность, духовные насекомые оглянулись и не смогли найти ни единого следа. Казалось, он ранен, он не сможет уйти далеко. Духовное насекомое, который выглядел как лидер, сердито крикнул: «Ребята, вернитесь и позовите еще людей, мы найдем его, даже если нам придется перекопать 3 фута вниз». Через четверть часа были мобилизованы десятки тысяч духовных зверей, обыскивающих всю территорию. Эти духовные звери явно хотели вскопать землю, чтобы найти Чутяня, среди них было много экспертов по отслеживанию. Даже если бы божественное око маленькой лисы могло найти врага издалека, в нынешней ситуации Чутяню было бы трудно убежать далеко. Чутянь спрятался в пещере. Его лицо было немного бледным, а тело было покрыто потом. Хотя на поверхности не было никаких ран, его духовные травмы были гораздо серьезнее, чем его тело. С таким тяжелым повреждениями духовной энергии только Чутянь все еще мог сбежать живым. Любой другой уже стал бы овощем. Что делать? Маленькая лиса нарисовала большой круг своим когтем, а затем нарисовала меньший круг, прежде чем хлопать лапами. Его смысл заключался в том, что окружающие духовные насекомые приближались, и скоро их окружат. Черт, он просто ткнул в гнездо шершня. Почему здесь было так много духовных насекомых? Но поскольку он прибыл в место с разумными существами, это означало, что он вступил в контакт с подземной цивилизацией.
Хотя с духовными насекомыми нелегко иметь дело, он должен быть в состоянии послать некоторую информацию. Если бы Чутянь был в его нормальном состоянии, он бы вообще не боялся быть пойманным. Теперь все было не так, и ему нужно было сначала найти тихое место, чтобы выздороветь. Маленькая лиса наблюдала за окружающим 100-мильным районом с божественным оком, рассказывая обо всем, что обнаружила Чутяню. В нем говорилось, что недалеко находится город духовных насекомых, но он был небольшим, в нем всего несколько миллионов человек. Чутянь кивнул. Это должно быть их гнездо. Маленькая лиса что-то почувствовала и тут же убрала божественное око. Он взвывал несколько раз и указывал на свиток Чутяня на его талии. Духовые насекомые скоро окружат нас. Быстро используй этот транспортный свиток. Побег. Чутяню было трудно прийти сюда. Как он мог так сбежать? Чутянь рассмотрел свои свитки и предметы, прежде чем позволить маленькой лисе проглотить все это в свое пространство. Маленькая лиса не знала, что за очередная безумная идея у Чутяня. Я сделаю вид, что сдаюсь, чтобы исследовать город духовных насекомых, ты будешь тайно следовать за мной и ждать, чтобы сделать свой ход, понятно? Чутянь не успел медленно объяснить свой план. Это было потому, что были голоса, которые пришли извне. Духовные насекомые окружили его, и ведущее духовное насекомое крикнуло: «Посторонний, ты не сможешь сбежать. Если ты не хочешь умереть, выходи и сдавайся». Духовное насекомое никогда не думал, что этот парень сдастся. Кто бы мог подумать, что в это время Чутянь действительно выйдет. Его руки были высоко подняты, и он сказал на языке духовных насекомых: «Сдаюсь, сдаюсь. Не убивайте меня, я вам все расскажу». Несколько духовных насекомых бросились вперед. Чутянь был сбит с ног одним ударом, и черные хрустальные цепи связали ему руки. Чутянь чувствовал, что эти кристаллические цепи запечатали духовную энергию, текущую в его теле, и Чутянь вообще не мог использовать никакой силы. Где яйца муравьёв-демонов? Быстро говори. Убийственное намерение духовного насекомого окружало его. Если бы не было большого количества пропавших яиц муравьёв-демонов, они бы уже разрубили этого проклятого постороннего на кусочки. Я скажу, я скажу. Они все в руках моего товарища. Чутянь выглядел так, словно был полон страха. Мы не знали, что это приручённые демоны. Не убивайте меня, я помогу вам забрать яйца, хорошо? Духовные насекомые наполовину поверили ему. Они ничего не нашли на теле Чутяня и не смогли найти ничего, где он прятался. Большое количество яиц не могло просто испариться, верно? Человек такой силы не мог сражаться с огромным количеством муравьёв-демонов в одиночку, возможно, у него действительно были товарищи. «Командир, что нам делать?» «Сначала запри его в Никелла. Мы поговорим после того, как сообщим об этом господину». Чутянь был захвачен этим духовными насекомыми. Эти духовные насекомые не обращали внимания на неприметную лису, следующую за ними не так далеко, когда они вернулись в подземный город духовных насекомых.